Гирвяты. Маленькая Швейцария на белорусской земле. Гродненская область – это совсем другая Беларусь. Здесь поляки и литовцы чувствуют себя как дома, а местные бывают в Европе чаще, чем в Минске. Костел Святой Троицы в Гирвятах начинает свою историю с 1526 года, когда епископ Ян заложил здесь деревянный храм Святой Троицы. Через 3 столетия на его месте появился великолепный Красный костел. Он был построен в 1903 году, и это одно из самых красивейших исторических мест Беларуси, о котором почти никто ничего не слышал. Для его строительства был построен временный завод по производству кирпича высокого качества, а в добываемую по соседству известь примешивали куриные яйца. Этот проект был настолько масштабным, что местные жители сдавали куриные яйца тысячами. Крыша костела была изготовлена из черепицы, которую специально привозили из Германии. Удивительно, но несмотря на то, что церковь неоднократно переходила от одного государства к другому, за годы своего существования костел ни разу серьезно не пострадал. Ни от природных бедствий, ни от революций, ни от войн. Иногда Гирвяты называют маленькой Швейцарией или Нотр-Дамом Беларуси. Это связано и с красотой самой постройки, и с прилегающей территорией. Рядом с костелом есть ландшафтный парк с разными декоративными и редкими для белорусского климата растениями. Костел Святой Троицы в Гирвятах входит в тройку самых высоких храмов Беларуси. Его высота 61 метр. И это, несомненно, один из самых лучших образцов неоготического стиля. Его боковые стены подпирают аркбутаны, изящные арки, выполненные по примеру храма Нотр-Дам-де-Пари. Только 2 белорусских костела имеют такие особенности. Стоящие перед костелом несколько деревянных крестов с разнообразной резьбой являются частью архитектурного проекта польско-литовского архитектора Вацлава Минкевича. Подобные решения часто можно встретить в литовских церквях.
А вот интерьер храма не поражает богатством, зато отличается выдержанным стилем. Стоящий внутри костела столетний орган был сделан по заказу европейскими мастерами. Отличительная черта этого храма – это невероятная акустика. Поэтому частые органные концерты оставляют незабываемые впечатления. Стены костела Святой Троицы прорезаны узкими оконными проемами, расположенными в нишах. Сама постройка состоит из 3 неф, которые отделены друг от друга 5-колонными рядами и трансептом. Эстетическую завершенность придает дивный ландшафт вокруг костела с редкими декоративными растениями и фигурами апостолов.